Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие основные события произошли и что ждать от движения основных котировок. Доллара, евро, нефти, золота, рубля и ряда акций, по которым поступили от вас вопросы. Так, давайте начнем с Соединенных Штатов. Сейчас вот активно опять поднимается вопрос о том, что произошло К-образное восстановление, так называемое. На самом деле, с моей точки зрения, это термин, который он, в общем-то, и создан для того, чтобы отображать механизм протекания, восстановления. То есть, как оно вообще происходит в обществе. Потому что то, что касается динамики кризиса, спад, потом отскок, потом, возможно, опять спад, есть основные фигуры, которые ранее были обозначены. Это V-образное, когда упали, сразу отскочили. К сожалению, так не получилось. Слишком много проблем накопилось, которые невозможно за один раз решить. Далее U-образное, когда упали, немножко на дне побыли, потом постепенно выползли. Но такой вариант, судя по всему, я думаю, тоже не прошел и не пройдет. Следующее это L-образное, но это самое страшное, когда упали и очень длительное время находились на дне. То, что как раз и было в 29-32 году и в последующие годы. Ну и W-образное, то, что я думаю, скорее всего, с чем мы столкнемся в новом году, когда упали, поднялись, потом опять раз упали и уже окончательно отскочили. Так вот, К-образное восстановление, здесь речь идет о качественном протекании процесса, о том, что восстановление протекает с еще большим расслоением. То есть, те, кто были богатыми, они стали еще более богатыми, те, кто были бедными, они стали еще более бедными. С чем это связано? Но мы с вами видим, какой произошел рост акций, например, технологического сектора. Если кто-то был держателем акций Apple, Facebook, там на своем пенсионном счету или просто спекулировал, то он свои активы значительно увеличил. Далее, то, что касается стоимости недвижимости, здесь произошло значительное расслоение. Та недвижимость в Соединенных Штатах, я говорю сейчас про Соединенные Штаты, загородные дома, то, что как бы требует комфортного проживания не в самих мегаполисах, оно выросло в цене, в то время как недвижимость, которая находится в самих городах, она просела и продолжает проседать. Ну, потому что как бы текущие условия, коронакризис, коронавирус требует, чтобы человек был максимально дистанцирован от общества и в то же время находился в комфорте. Поэтому текущий кризис, он все будет смещать в сторону загородного проживания. Коттеджи, таунхаусы, я думаю, Россию это так или иначе чуть позже тоже затронет. Так, давайте теперь посмотрим, что по России происходит. Доходы Газпрома от экспорта за январь-октябрь упали на 44%. Но это вполне естественно, потому что произошло снижение, во-первых, цен, во-вторых, объемов отгружаемых энергоносителей. Потому что кризис так или иначе он давит на экономику, и меньше нужно топлива, меньше нужно вырабатывать различных продуктов, поэтому здесь вполне как бы естественный процесс. Так, ну вот неприятная новость для Российской Федерации. Экспорт нефти из России сократился на 12%, угля на 5,5%. Но здесь как бы смотрите, у нас как ни крути, все завязано на экспорте нефтепродуктов, сырья, газ, нефть, уголь, металлы. Соответственно, помимо падения цен на энергоносители, упали и объемы. Соответственно, упала выручка, упала прибыль, которая до налогообложения и тем более, которая после налогообложения. И поэтому как бы ситуация в экономике, она аховая, потому что то, что говорят про импортозамещение, по сути, как такового импортозамещения его не может быть. Сейчас любая страна, которая есть в мире, она находится в интегрированной среде, мировой глобальной интегрированной среде. Потому что, например, там какие-то процессоры производят в Соединенных Штатах. То, что касается запчастей, производят в Корее, в Японии. То, что касается там какой-то электроники бытовой, производят в Китае и Турции. То есть никто не задается вопросом импортозамещения, потому что современный мир, он перешел на совсем другие принципы экономической и социальной работы. То есть все как бы происходит как единый механизм. И поэтому импортозамещение, оно в данной ситуации, на текущий момент и ранее, впрочем, точно так же, оно всегда приводит к тому, что растут издержки, ухудшается качество жизни. И вот этот вот вопрос, что импортозамещение приводит к созданию рабочих мест, он всегда был крайне спорный, если почитать экономические теории. И поскольку идет увеличение издержек и падение эффективности, то те рабочие места, которые создают, они не генерят
надлежащую прибыль и не создают качественные высокие зарплаты и доходы людей. Поэтому современная реальность такова, что надо максимально интегрироваться в мировое сообщество. Никуда от этого не деться. Так, ну вот дефицит бюджета России в январе-ноябре 2,5 триллиона рублей. Собственно говоря, вот это и есть то, что давит на курс рубля. Но здесь на самом деле получается палка о двух концах. С одной стороны, это давление на курс рубля, с другой стороны, текущая ситуация складывается таким образом, что пытаются его покрыть путем введения там каких-то налогов, сборов, штрафов и так далее. Соответственно, такой путь, он тем более не приведет к восстановлению экономики, он может все только усугубить, к сожалению. Но опять же, это из мировой практики экономического развития. Так, далее. Правительство утвердило повышение ввозных пошлин на подсолнечник и рапс. Но как вчера обсуждали, произошел значительный рост цен на масленичные, на подсолнечник, подсолнечное масло, рапс там по сравнению с августом 40-50%. Причина – мировой неурожай и, соответственно, растут цены на сырье. Ну, тактически это правильный ход ввести пошлины. Стратегически, если смотреть вообще динамику мировой экономики, как подобные процессы протекали и протекают, введение любых пошлин, оно всегда в конечном счете негативно сказывается и на том, кто вводит пошлины. Но порой как бы возврат вот этого бумеранга добра, он протекает очень специфически и непредсказуемо. Поэтому с пошлинами, конечно, надо быть осторожным. Хотя идея, она благая, и на текущий момент такое действие, но оно как бы напрашивается механически, само собой. Так, ну по евро мы сейчас посмотрим. Ну вот еще интересный такой момент. Вакцина от COVID-19 взвинтила спрос на сухой лед. Дело в том, что вакцина Pfizer, она требует хранения минус 70 градусов. Но там, если почитать исследования, на самом деле, все-таки оказывается, насколько я нашел материал, они немножко лукавят. Их вакцина требует минус 80 градусов, а не минус 70. А сухой лед дает минус 75, минус 77. То есть, опять же, использование сухого льда, оно не решает проблемы долгосрочного хранения вакцины. Вот, поэтому на самом деле от них требуется, чтобы как-то термоустойчивость вакцины поднять. С другой стороны, для меня лично вообще это вопрос, что там будет с третичной, четверетичной структурой белка, когда такие колебания температур. Вот мне казалось, что это вообще как бы не проблематично создание такого работающего препарата. Вот, ну сделали и сделали. Ну, возник такой очень странный дефицит сухого льда. Ну, еще как бы зеленые могут подключиться, сказать: ребята, вы что это самое, воздух загрязняете углекислым газом. Ведь сухой лед это твердый углекислый газ. И, соответственно, когда сухой лед испаряется, в воздух идет чистый углекислый газ. Так, меры по сдерживанию цен на продукты. Ну, самая лучшая мера сдерживания цен на продукты — это сделать их избыток, и тогда цены расти не будут. Так, друзья, ну вот смотрите, тут такая интересная новость. УП Старт Холдинг IPO, сервис кредитного скоринга. Меня попросили на этот счет свою точку зрения сообщить. Смотрите, я вообще противник участия в IPO, кроме тех случаев, когда вы эксперт и специалист по IPO. Потому что дело это очень рискованное и порой непредсказуемое. Конечно, если опираться на то, что было с Озоном, то здесь можно очень хорошо заработать. Но надо понимать, что заработок — это прибыль, умноженная на риск. Соответственно, если риск значительный, то, соответственно, вы в какой-то момент, когда будете участвовать в IPO, вы ничего не получите, а потеряете. Идея у этой компании очень интересная, но проблема здесь заключается в том, что вот все эти скоринговые системы, они эффективно работают только для какого-то конкретного кредитного учреждения по его персональной базе клиентов. Потому что у банков может отличаться база клиентов, могут быть разные города, разные возраста, разные уровни доходов и так далее и тому подобное. Для того, чтобы создать такую единую базу, ну скажем так, нейронную сеть, обучить на основе этой базы, необходим доступ к данным как можно большим количеством баз кредитных учреждений. Вопрос: согласятся ли на это кредитные учреждения предоставлять такую информацию? Вот я, скажем так, при всей благости вот этой компании и кажущейся перспективности, хотя она действительно перспективная идея, интересная и прибыльна, но с другой стороны я вижу здесь существенные риски, связанные с тем, что по сути крупным банкам
им невыгодно предоставлять такую информацию. Им выгодно найти разработчика, который под них создаст такую скоринговую сеть. А если они подключают какую-то компанию, которая этим занимается, да, с одной стороны, они получают универсальное решение, с другой стороны, они отдают на сторону свои какие-то данные, которые в дальнейшем могут быть использованы для того, чтобы какие-то преференции не в пользу этой кредитной организации извлечь. Поэтому я считаю, что это достаточно рискованно, хотя она может выстрелить и очень сильно. Но я бы в это залезать не стал. Так, в России так и не происходит существенного снижения новых заражений ковид. Так, и еще такой момент, то, что связано с банком Киви. Где-то была новость, что Центробанк ограничил часть операций. Но смотрите, здесь, я думаю, ситуация в ключевом смысле, она заключается в том, что Киви, с одной стороны, ее деятельность сводится к тому, чтобы предоставлять анонимные услуги, современные реалии против таких услуг. И второй момент, все-таки достаточно высокотехнологическая структура, и крупные банки, которые сейчас на рынке делят поляну, они, соответственно, наверное, не захотят, чтобы был такой высокотехнологичный конкурент. И они захотят его купить или получить его технологии. И поэтому здесь, что называется, сошлись звезды так, что действительно Киви могут очень сильно повлиять на его котировки. Месячный таймфрейм, здесь у нас, в общем-то, цель движения первый 820-800. Если будет пробой этого диапазона, то отсюда пойдет более сильное движение вниз. Так, дневной график открылись с гэпом вниз. Проблема заключается в том, что если начинаются какие-то предписания со стороны регулятора банкам, то, как правило, они, список их имеет тенденцию к расширению и ухудшению положения банка. Так, давайте 4-часовик посмотрим. Что у нас здесь? Большой объем вышел на 950. Но на самом деле, сейчас если это движение дойдет и будет пробито 890, то весьма вероятно, что сегодня-завтра мы увидим движение на 820-800. Если происходит пробой 800, там скорее всего его начнут очень мощно распродавать, и цена уйдет на 690 и потом еще ниже, и будет не очень хорошо. Но на текущий момент, если будет отбой от этой нижней границы 890-900, то это хороший знак, и скорее всего он тогда консолидируется, и в ближайшем обозримом будущем он может отскочить. Но, обращаю внимание, компания интересная, хорошая, но таким образом сошлись звезды, что на нее, скажем так, может появиться черный лебедь. Точнее, он уже появился, он может просто остаться. Так, далее вопрос был по компании Headhunter. Такой мощнейший рост у них, все хорошо, все прекрасно. Вижу здесь уровень сильной поддержки, это 1950. Если в результате откатов он не будет пробит сегодня, завтра, на следующей неделе, то мы в ближайшее время идем тестить на пробой 2000. И в случае пробоя на объеме 2000 и закрепления, она полетит сильно наверх. Но с другой стороны, пробой 1950, 1940, он приведет к значительной просадке и движению в район 1870 и даже 1840. Мое мнение таково, что если эту бумагу если эта бумага покупалась где-то здесь, 1850, я бы сейчас ее продал и не ждал, что там будет, как будет. Часовик, получается 1950 ключевой уровень. Если он не пробивается, то по факту до набора последует дальнейший рост с целью пробоя 2000 и там закрепления. С учетом такого роста, если ее, опять же повторюсь, на 1830-1850 кто-то покупал, я бы ее продал. Но это мое личное мнение. Так, друзья, сейчас 15:20 по Москве, часовой таймфрейм, нефть Brent. Что здесь примечательно? Если мы удержим сейчас, в ближайший час, 2-3, 49,5, 49,4, этот диапазон, то у нас появляется шанс значительный, что сегодня-завтра будет взято 50. Если сейчас происходит откат и пробитие этой зоны, то корректирующее движение уйдет на 49, потом на 48,6, куда-то сюда. Сейчас разворотная формация, вопрос только в том, она сработает или она удержится наверху и пойдет рост. Так, друзья, далее по золоту, я считаю, 1830
37 уровень устоял, был ложный пробой, потом все это дело откупили, собрали стопы. Вот. И сейчас здесь идет движение, цель которого вернуться на 1845 и здесь закрепиться. Если здесь закрепляется, это очень хорошо, потому что в этой ситуации либо сегодня вечером, либо завтра будет движение на 1860. Если здесь сейчас будет отбой и пойдет повторное движение с пробоем 1837-1835, вот этого расширенного диапазона, то тогда о росте золота, скорее всего, придется пока забыть, и оно вернется вот сюда, вот в эту область торговаться. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Но смотрите, юрики не прогадали, у них была ставка на то, что рубль будет укрепляться, он укрепился. Он дошел до, скажем так, магических значений, и, соответственно, здесь либо нефть идет на полтинник и выше, и тогда мы пытаемся пробить вот это донышко и уйти в диапазон между двумя желтыми линиями. Но более вероятный сценарий, я думаю, сейчас движение с целью потестить 73,65. Если это значение пробивается, пойдет движение, цель которого 74,1 вот сюда. Я думаю, вот это движение мне видится сейчас более вероятным. Евро-рубль. Здесь ситуация схожая, я считаю. То есть вот в ближайшее время, если не будет пробоя 88,6, а его, скорее всего, не будет, мое такое видение, то отсюда, скорее всего, мы получим движение, цель которого сходить и отработать вот эту цель 89,2. Опять же, если все-таки этот сценарий не срабатывает и здесь будет пробой, то у нас сначала движение на тестирование 88,56 и потом уход на 88,2. Но мне на текущий момент видится вероятность такого события, она меньше, нежели вероятность движения вот сюда вот. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, немножко не дошли, чтобы закрепиться вот сюда, в этот диапазон. И сейчас, поскольку пошло движение вниз по евро, то у нас в рамках часового таймфрейма здесь есть поддержка, которая находится на 1,2070. Вот, соответственно, если ее пробитие происходит, то движение пойдет более динамично вниз. И там цель движения уже будет 1,2. Вот сейчас вопрос, удержится, не удержится 1,2070. Если удержится, то мы либо от текущих значений, либо отсюда разворачиваемся и идем на отскок. Цель движения отработать уровень 1,2120. Вот сюда вот сходить. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы. Спасибо